Пару недель назад в самом центре города под покровом ночи произошел акт вопиющего вандальства и варварства. Неизвестные в масках под покровом ночи срубили целых 20 деревьев в самом центре города. По крайней мере, таковыми остаются догадки нашей редакции, потому что нам в голову не приходит, каким еще иным образом в самом центре зеленой столицы 2023 могло произойти такое. Не могло же это произойти с дозволения народных избранников, в том числе всеми любимой Моники Хаунем. Конечно, может, мы же в Таллине. В Таллине уже не первое поколение политиков какие-то проблемы с зеленью в городе. И, конечно, возможно, это вызвано тем, что партия с соответствующим цветом на логотипе просто чувствует ревность к вниманию жителей города. Но что-то мне подсказывает, что это скорее вызвано банальным низким культурным уровнем и некомпетентностью. Что звучит достаточно забавно, что партия с зеленым логотипом, которая является центристской, выступает за автоцентризм без зелени. Но, как я уже неоднократно говорил, всегда очень легко просто взять и сказать, что это все ужасные политики, все испортили. Но всегда стоит задуматься над тем, а где, собственно говоря, были мы сами, что мы сделали самостоятельно для того, чтобы этого не произошло. Где были мы в этот момент, когда, например, вырубали деревья? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я задал его председателю партии Зеленых Ioanni Maria Tõugu. Miks nad ei protesti? See on väga hea küsimus. Minul oleks ka tegelikult selline küsimus inimestele, et aga miks te ei protesteeri, miks te ei võitle oma linna keskkonna eest? Mina võitleks ja samas ka inimesed hääletavad jalgadega. See tähendab seda, et nad lihtsalt lähevad, elavad kuskil mujal, kus on seda loodust. Nad lähevad, elavad linnast väljas, nagu me näeme, on väga suured arendused hoopis väljaspool linna. Või inimesed lähevad täitsa näiteks Lõuna-Eestisse, kus on veel on palju loodust ja tänu väga lahedатele omavalitsustele, kes peavad seda enda tugevuseks. И действительно можно очень часто услышать мнение, что центр города это какой-то шум, пыль и грязь и на BMW. От этого шума, пыли и грязи люди уезжают жить за город, куда-нибудь в Марду или Вимсе. И потом эти же люди приезжают в центр города обратно на машинах, тем самым перегружая этот город. И заставляя позорливых и умных чиновников срубать еще больше деревьев, строить еще больше дорог и тем самым создавать еще больше шума и еще больше пыли. Это бесконечный замкнутый круг, который в наших силах разорвать. Но, к сожалению, вместо того, чтобы принимать какие-то решения и участвовать активно в жизни города, многие люди просто предпочитают голосовать ногами и уезжать туда, где лучше, не пытаясь изменить то место, где они уже живут. И в последнем проекте, который я делал про женщин в эстонской политике, мне очень сильно запомнилась цитата одной из моих гостей, Натали Мец, которая сказала то, что instead of being a bitch about something, go do something, go make something, make a step, make a move, be the change. И эта мысль как нельзя лучше описывает мое отношение к подобным проблемам в городе. Потому что я был на той самой акции, которую устроили зеленые на улице Пронси, когда там вырубали деревья. И когда я туда шел, я ожидал, что я туда приду. Там будет много людей, там будет протест, там люди будут обнимать деревья, там будут какие-то лозунги, плакаты. Но по итогу, когда я туда пришел, там был ровно один плакат, 2 социал-демократа, 1 француз, 2 местных жителя и глава зеленой партии. Где все остальные люди? Почему жителям Таллина все равно? Вы понимаете, что если вы не выходите на подобные протесты, если вы не выступаете против, то это так и будет. И также очень часто существует мнение о том, что за нас уже все решили, сейчас уже изменить нельзя, но, тем не менее, до тех пор, пока деревья стоят на своих местах, все еще можно изменить. Ühesõnaga, planeeringu vaidlustamiseks on antud üldiselt 30 päeva. Täna seda ei antud, anti 9 päeva ja inimestel ei olnud aega reageerida sellele piisavalt. Et võib-olla kui oleks piisavalt teavitatud, inimesed oleks teada saanud, siis oleks ka rohkem seda vaidlustatud ja oleks olnud rohkem survet. Aga samal ajal ütles ka ju linna valitsus seda, et need asjad olid juba ammu ära planeeritud, et juba, ma ei tea, 5 aastat tagasi tehti juba selgeks, et inimesed on sellega rahul. Me ei saa täna enam tõestada, kuidas nad küsisid, kas nad üldse küsisid, aga nad täna igatahes saavad öelda, et jah, need asjad on juba ammu ära planeeritud, enam ei ole aega. Sellist samad võtet on kasutatud ka Tartus Süku puhul näiteks, et nüüd on nagu kõik selge. Tegelikult ei ole midagi selge nii kaua, kuni kopp ei ole maas ja puu ei ole maha võetud. Kui puu seisab, on kõik veel võimalik. И не одним только равнодушием заканчиваются проблемы, потому что я понимаю, что все люди разные, не у всех есть силы и желание быть акционерами, ходить на акции, выступать против что-то и за что-то бороться. Я это прекрасно понимаю, но
очень всегда грустно слышать мнение людей из разряда того, что какая вообще разница, вырубили деревья, ну и что, посадят новые. Это очень и очень четко показывает низкий культурный уровень людей, которые полностью не понимают того, зачем нужны деревья в городах. Люди не понимают, что деревья являются частью архитектуры, то, что деревья эти самые улицы формируют. И мы видим это на примере многих улиц в разных городах, и даже мы это видим на примере Пронкси. И почему никому даже в голову не пришло срубать деревья, которые стоят сзади? Почему для того, чтобы осознать ценность архитектуры или некого зеленого насаждения, ему нужно приблизиться по своему возрасту к динозаврам? Почему? Почему для вас то, что построилось 50 лет назад, это какой-то бесполезный мусор, ширпотреб, который дорого эксплуатировать? А то, что построилось 100 лет назад, это наследие архитектуры. Почему у вас нет осознания того, что для того, чтобы стать 100-летним деревом или 100-летним зданием, нужно сначала побыть 50-летним зданием или с 50-летним деревом? А теперь посмотрите на здание по адресу Луизы 13. Ну, как бы... не посмотрите, потому что его снесли. Оригинальное здание немецкой реальной школы было построено к 1939 году архитектором Эриком Якобом. И буквально спустя несколько лет здание было, к сожалению, разбомблено во время Второй мировой войны, когда Советский Союз бомбил Таллин при его освобождении. После этого здание было восстановлено уже по советскому плану, и буквально от оригинального здания оставалось несколько стен. Тем не менее, недавно, по мнению, безусловно, компетентного и крайне грамотного некогда вице-мэра по инфраструктуре Андрея Новикова, здание было в грустном состоянии, как-то оставлять его было не особо интересно, никому оно не нужно было. И примерно с тем же заявлением, с той же логикой вышли люди из КАПО, из наших спецслужб, и, собственно, снесли это здание для своих нужд, чтобы построить здесь свою, видимо, штаб-квартиру. Безусловно, я не безгранично умный бюрократ из сталинской мэрии. Безусловно, я не спецслужбист из КАПО. Но что-то мне подсказывает, то, что это очень плохое оправдание для того, чтобы сносить какое-то историческое архитектурное здание. Потому что во время бомбежек, во время Второй мировой войны пострадали и позже были Советским Союзом восстановлены очень многие ключевые здания в Эстонии. С такой же потребительской логикой мы можем пойти и снести снова оперу «Эстония» и построить на ее месте новый штаб для КАПО. Или построить там торговый центр. С такой же логикой мы можем пойти в старый город и снести церковь Святого Олафа, потому что она тоже пострадала после Второй мировой войны. И вообще, зачем она нужна? Как бы это какая-то псевдоистория. Это же не настоящее историческое здание, правильно? Ну что она там стоит? Давайте его снесем, построим там тоже какой-нибудь штаб для КАПО, или для полиции, или для кого-нибудь еще. Пусть что место зря пропадает. Дорогие друзья, критически ошибся. Это была не церковь Святого Олафа, это была церковь Нигулиста. И самый мой главный вопрос заключается в том, что почему люди, которые должны заниматься охраной государственности Эстонии, занимаются уничтожением нашего архитектурного наследия? Почему чиновники, получающие зарплату как премьер-министр, имеют культурный уровень ниже, чем провинциалы из деревни? А самый главный вопрос заключается в том, что сколько еще десятилетий после восстановления независимости нам потребуется для того, чтобы начать наконец-то быть гражданским обществом, отстаивающим свои интересы. До каких пор мы будем мириться с глупостью чиновников и думать, что все уже кто-то решил за нас? В какой момент истории мы наконец начнем беспокоиться о том, что происходит вокруг нас, вместо того, чтобы просто брать и уезжать туда, где нам нравится больше, вместо того, чтобы формировать свое настоящее здесь? И возвращаясь к деревьям, эти деревья были примерно возрастом 50 лет. Эти деревья были ровесником той самой реальной немецкой школы. Эти деревья были старше, чем большинство городских чиновников, которые приняли решение их срубить. И что интересно, мне недавно говорили, то, что я стал человеком, который привнес в эстонскую политику слово «колхозник». И я с радостью продолжу эту традицию, потому что только колхозник может не понимать то, что для того, чтобы дереву стать взрослым, 100-летним огромным дубом, ему нужно перед этим быть маленьким 50-летним. И, возможно, если не принимать подобные преступные решения и не вырубать деревья в самом центре города, тогда люди не будут уезжать из этого города и потом не будут возвращаться на машинах, создавая вам пробки, на что вам не придется потом жаловаться. Think about it. А конечный посыл этого видео простой. Давайте наконец-то перестанем быть колхозниками и осознаем то, что деревья, особенно взрослые и старые деревья, это часть городской архитектуры, и именно они формируют зачастую улицы. Давайте наконец-то перестанем их срубать и наконец-то начнем строить город вокруг природы, а не природу вокруг города. И
Почему на это способны люди в Вильнюсе? Почему на это способны вильнюсовцы? Почему на это способны люди в других европейских странах? Почему на это способны люди в Скандинавии? Чем мы хуже? Почему мы не можем сделать так же? Однако значит ли это то, что нам нужно полностью запретить вырубку деревьев в городе? See on jällegi hea küsimus. Me ei peaks keelustama puude raiumist, sest on teatud juhud, kus on seda kindlasti vaja teha. Mingid puud on tõepoolest haiged, mingid puud tõepoolest segavad inimesi rohkem, kui oleks mõistlik. Nad takerduvad elektriliinidesse. Eelkõige oleks vaja mõelda seda, et kuidas linna ehitada looduse ümber. Et mitte vastupidi, et kõigepealt ehitame ära ja siis vaatame, kuhu me võiksime need 3 puud sinna kuidagi mahutada. Et linn peaks ikkagi minema selle järgi, mis on nagu haljastus, mis on hästi kõrge väärtusega haljastus. Ma räägin siin just nagu kõrghaljastusest, mida ei saa nii lihtsalt taastada. Kui me räägime madalamast haljastusest, siis loomulikult seda on väga lihtne, et see võtab mõned aastad, aga tõesti suuri puid asendada nii lihtsalt ei saa. Aga mida siis teha, et vähendada raiumist? Missugune võiks olla seadus? Mina paneksin ette selle, et iga istutatud puu kohta, kui see on raiutud, peab asendama selle ühe puuga, eks ju. Et meil kogu arv ei väheneks, aga võiks arvesse võtta ka seda, kui väärtuslik see puu on. Selles mõttes, et vanemad puud seovad rohkem hapnikku, nad on võimsamad, neil on rohkem lehti küljes, nad seovad palju rohkem, eks ju. Nende mõju on lihtsalt suurem. Me ei saa võrrelda suurt puud ja väikest, ma ei tea, 7 aastat kasekest. Täna on linn seda väitnud, et me lubame, et me paneme kuhugi puu asemele, aga kui see puu, mis võetakse kesklinnast ära ja asendatakse kuskile, ma ei tea, Haabersti taha on ju, sellest ei ole väga palju kasu siin ja täna. Kui see tänav on 200-kraadine keset suve juulikuus, siis ei aita see, et Haaberstis on üks puu juures. И, конечно, мой посыл заключается в том, что давайте активнее ценить природу и архитектуру и бороться за будущее своих городов, а не позволять не самым умным чиновникам решать за нас, где мы будем жить, и позволять им выживать нас из нашего же города. Встретимся на выборах.